Опять картошка? Картошка вареная, картошка жареная. Каждый божий день одно и то же. Сколько можно? Друзья, если вам надоели однообразные блюда из картошки, этот рецепт вас точно удивит. Не забываем поставить лайк этому видео и поделиться рецептом с друзьями. И для этого блюда нам понадобится 4 картошки среднего размера. Почистили картошечку, оставим ее в воде, чтобы не темнело. Берем терочку и трем картошку на крупной терке. Друзья, а вы знаете, что самый дорогой в мире картофель выращивается на острове Нуар-Мутье во Франции? Цена за килограмм такого картофеля колеблется от 500 до 1000 евро за килограмм. Этот сорт картофеля считается настоящим деликатесом, вообще золотая картошка получается. И вот даже себе не представляю, какой за такую цену должен быть вкус у картошки. Так, а мы с вами картошечку уже натерли. Почистим одну луковицу и также натрем ее на терке. Лук сразу трем в большую миску, потом мы добавим сюда картофель, все хорошо перемешаем. В этом блюде, в этом рецепте лук нужен не только для вкуса, но также для того, чтобы картошка не темнела. Сюда же разбиваем 3 куриных яичка. Так, где мой любимый венчик? Все хорошо перемешиваем. Теперь к луку с яйцами отправляем натертую картошку. Все хорошенечко смешаем. Добавляем соль по вкусу. А также черный молотый перец. Я обожаю свежемолотый перец, но если у вас нет мельнички, просто возьмите черный перец из пакетика. Вы можете добавить какие-то еще специи и любимые приправы, но самые основные это соль и перец, все остальное здесь по желанию. Осталось только добавить муку и все уже готово. Добавляю 4 столовых ложки муки и еще раз хорошо перемешиваю тесто. Тесто уже полностью готово. В процессе жарки, если будете видеть, что муки недостаточно, можете добавить еще немного муки или же наоборот, дополнительно разбить еще одно яйцо. Ничего сложного, просто будете смотреть по консистенции теста. Примерно вот такая консистенция у вас должна получиться. Я считаю, что драники – это самый быстрый и простой рецепт из картошки. Все быстренько натер, перемешал, пожарил и готово. А если у вас есть комбайн с насадкой для драников, то вы просто счастливчик. Тогда вы можете готовить драники буквально за считанные минуты. Ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло уже хорошо разогрелось, набираю порцию теста и вот таким образом распределяю по сковороде. Обжариваю с одной стороны до красивой золотистой корочки. Огонь сделайте умеренный, средний, чтобы драники жарились, но не подгорали. Теперь беру помидор, разрезаю пополам и, посмотрите, вот таким вот интересным способом натираю помидор на крупной терке. Вот так, все очень просто. И смотрите, какая красота! Я мякоть помидора натерла в миску, и в руках у меня остается кожица. Кожицу выбрасываем, а мякоть уже вот в таком вот замечательном виде готова к употреблению. Я помню очень интересное блюдо из моего детства. Когда натирали на терке помидоры, добавляли туда много чеснока, хрена, соли, немножечко сахара. И такая замечательная, очень вкусная закуска называлась хреновина. Если вы знаете такую закуску, напишите в комментариях, мне будет очень интересно, кто тоже пробовал хреновину и хренадер. Не забываем, что у нас жарятся драники одновременно. Переворачиваем драник. Вау, посмотрите, какая красота! Какой румяный, симпатичный, аппетитный. Жарим с другой стороны до красивой золотистой корочки и до готовности. Еще буквально пару минуток. Готовые драники перекладываем на тарелочку. И таким же образом жарим оставшиеся драники. Вы можете жарить драники любого размера, какой вам нравится. Я делаю дранички побольше, потому что мы с вами будем готовить еще кое-что интересненькое. Но вообще размер драников на ваше усмотрение. Как говорится, большому куску и рот радуется.
А мы вернемся к тертым помидорам и добавим к ним 150 грамм тертого сыра. У меня моцарелла, вы можете взять либо моцареллу, сулугуни или какой-то еще сыр, который хорошо плавится. Сюда же добавлю немного укропчика, можно взять петрушку, опять же зелень по вашему вкусу. Все хорошо перемешиваем и готово. Посмотрите, какие румяные дранички у нас получились. Загляденье. Обалденно пахнет жареной картошечкой, просто пальчики оближешь. Если хотите очень просто и без лишних заморочек, можете подавать сразу, уже звать семью за стол и кушать румяные и аппетитные дранички. Ну только посмотрите, это же просто божественное блюдо из банальной картошки. Вкуснее всего кушать драники вот такими горяченькими, с пылу, с жару, только со сковородочки, когда они еще шкварчат. Но если вы хотите чего-то новенького, или, например, вы нажарили много драников и у вас остались драники со вчерашнего дня, вы достаете их из холодильника и готовите вот такое шикарное новое блюдо. Мне понадобится любая форма для запекания. На дно формы выкладываю один драник, а сверху на драник кладу пару ложек начинки из тертых помидоров с сыром и укропчиком. Сверху кладу еще один драник и также пару ложек начинки. Таким образом собираю вот такую симпатичную башенку из драников. Посмотрите, какая красота! Все делается очень быстро и просто. И последний верхний драник посыпаю тертым сыром. И отправляю башенку из драников в духовку. Буду запекать минут 10 при температуре 180 градусов. Нам нужно, чтобы сыр хорошо расплавился. Все уже готово, друзья. Скорее достаем драники из духовки. Вы только посмотрите, какая красота, ну просто прелесть. Так быстро, просто и невероятно аппетитно, невероятно вкусно. Запах стоит на всю кухню, на весь дом, просто потрясающий. Ну только посмотрите, какой красивый разрез, такая вкуснятина получилась. Мой муж от этих драников просто в восторге. Делитесь рецептом с друзьями, сохраняйте на своей страничке в соцсетях, и таким образом вы всегда сможете вернуться к нему и уже никогда не потеряете, сможете приготовить в любое время. Это просто замечательный рецепт картофельных драников, оладий, нежных, с хрустящей, аппетитной золотистой корочкой. Друзья, ну очень вкусно, а готовить быстро и просто. А я желаю вам приятного аппетита, вкусных драников. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых вкусных рецептах. Приготовь, поделись, подпишись.